На самом деле, в последнее время я даже не знаю, что мне дает мотивацию. Как будто бы чаще, допустим, в Бишкеке я рисую уже из-за того, что кто-то приехал как-то так за компанию, еще как-то. Потому что здесь, ну, как бы есть быт, есть работа, есть еще какие-то дела. Поэтому, когда я еду на фестивали, то есть я стараюсь максимально как-то врываться, там, делать какие-то большие штуки максимально, то есть, ну, используя то, что есть. А в городе это все на самоорганизации, поэтому она немножко идет на самотек, немножко протухает. И опять-таки, я даже не знаю, насколько это все-таки бишкекская и киргизская история. Мне кажется, это в целом у многих художников так. Ты пишешь картины, ты делаешь выставку, а потом куда эти картины, да? Но если там одну-две купят, хорошо там. Кому-то там подарил, кому-то там отдал на студии повесить, еще как-то. Но в целом, когда ты видишь, да, эту гору, и ты думаешь, ну, блин, а зачем мне плодить еще новую гору этого говна? Отчасти, возможно, улица в этом и есть свой кайф, да, что ты отдал этому миру и исполнил свой долг, так сказать, а дальше уже будет, что будет. То ли родителям было негде оставлять детей, то ли что, или это было как-то принято, постоянно вот ездили на похороны. В какой-то момент, я помню, тоже похороны прадеда, и там, когда тебе бабушка или кто-то дает монетки, говорит, вот положи деду в гроб, а тебе там конфетки купят. И как-то, видимо, оттуда у тебя реально подсаживается вот эта тема религиозная. Начинаешь верить, начинаешь там что-то куда-то о чем-то думать, предполагать, как там, кто там тебя встретит, не встретит, куда там эти деньги пойдут и тому подобное. Позже, когда умер отец, но это старше, да, я уже стал наоборот, как-то я перестал верить, не знаю, первое время я там ездил еще на кладбище, как-то там пытался следить, что-то навещать, а потом, ну, как бы я не совсем понимаю, зачем это нужно, и как-то оно потерялась вот эта нить или что, я не знаю. Ну, то есть ты или помнишь о человеке, или не помнишь. А привязывать родных к месту, как бы, ну, мне кажется, это нечестно. Ну, то есть я бы не хотел, чтобы у моих родных был какой-то якорь, да. Живя в Бишкеке, да, ты живешь в каком-то, ну, далеко не настоящем, да, в каком-то там прошлом, не знаю, ну, сколько-то лет до там настоящего времени. И то есть многих, да, вещей не происходит. Есть выбор или ехать туда, жить, где будущее, или хотя бы настоящее, да, чтобы как-то развиваться, ну, вот, в ногу со временем, не знаю, с какими-то теми возможностями. Или же есть второй вариант, это просто смотреть как там и делать типа здесь, пытаться здесь мир сделать лучше. Но по сути это тоже, как правильно называется, реконструкция или что. То есть ты не сильно создаешь, возможно, что-то новое. Да, вот говорят про вот этот какой-то там кризис там какого-то среднего, там, не знаю, или еще какого-то возраста. Судя по тому, что у меня есть дочь, да, ей уже 15 лет, я понимаю, что любой возраст кризисный. И мне кажется, это бесконечный процесс. Но последнее время я как-то начал замечать, да, что, наверное, все-таки это депрессия. Особенно зимой, как бы, когда вот этот смог нависает над городом, когда все серое, холодное, то есть, ну, движений каких-то особых нет. Максимум это какая-то работа. И ты иногда, да, смотришь в окно и так думаешь, нахер я вообще проснулся. Нет вообще какого-то представления, понимания о себе прошлом вообще в целом. То есть всегда есть ощущение того, что ты таким же и остался, знаешь? Потому что постепенно вот эти изменения идут. И как бы тебе кажется, что ты уже как думал, так и думал, как делал, так и делаю. А со временем, да, ты попадаешь в ситуацию и встречаешь людей, которые поступают, как ты раньше поступал. И ты понимаешь, оказывается, какой большой уже, ну, разбег, то есть между тем тобой и этим. Поэтому сложно сказать вообще, как повлияло рождение дочери. Наверное, оно постоянно влияет в том или ином виде. Но это по-любому ответственность. Как бы ты понимаешь, да, что у тебя есть ряд каких-то обязанностей, которые ты должен выполнять. Но тоже, мне кажется, такие вопросы проще отвечать вот где-то в районе там, диапазоне, наверное, 2-3 лет после случившегося, ну, чтобы произошло осознание. А сейчас, мне кажется, об этом можно только придумывать, и то не уверен, что я правду придумаю. Просто хуяря, а смысл искать, ну, это не твоему ума дело, мне кажется. Можно его придумать, но мне вот не нравятся, да, и такие художники, которые вот
допустим, социальные художники, которые там над говном пишут говно, блядь, и думают, что они что-то, блядь, мир для кого-то глаза открыли. Ну, то есть, или те, кто чересчур разжевывает всю вот эту идею, концепцию. Но опять-таки я за то, что мир разный, и какая музыка, такое слушать, это да. Хуета на любителя хуеты. В общем, каждому своя. Искусство это, да, вот про отклик, про какое-то соучастие, сопереживание. И поэтому, когда ты как искушенный в этом, ну, как профессионал, не знаю, как ты варишься в этом, соответственно, тебе уже и задачки посерьезнее нужны. Один раз тоже в Америку летел, и летишь, самолет трясет, и думаешь, ёб твою мать, хоть бы мы ёбнулись, но хотя бы на обратном пути. Ну, типа, чтобы Америку посмотреть, а потом ты понимаешь, сколько еще будет таких самолетов, да, но если ты ёбнешься на обратном пути, ты, соответственно, пропустишь следующие 20. Хотелось бы просто научиться, тоже в Библии, по-моему, написано, главное достояние или достижение — быть благочестивым и довольным. Вот надо научиться быть довольным. Я хотел нарисовать Винвуди, ну, я нарисовал, да, Винвуди, ну, что это дало? Непонятно, там, прошла какая-нибудь Марта Купер мимо, там, сказала, о, классно, да, ты, типа, о, классно, ну, типа, радостно, Марта Купер. Но, типа, не сфотографировала, значит, не настолько классно. Все сравнение. Я там ведусь на всякие там эзотерики, там, human дизайны, на всякие такие приколы. И я понимаю, что это вот просто для ленивых людей, которые, ну, хотят выиграть в лотерею. Есть какие-то принципы метафизические, как мне кажется, там какое-то волшебство по-любому присутствует. Ну, то есть какие-то чудеса, которые тебе сопутствуют там в жизни, в путешествиях, чаще всего почему-то. Вот, я верю в это, и как-то охота найти вот этот щелчок просто, ну, волшебную палочку и порешать вообще все вопросы. А иногда думаешь, ну, что вот ответ ты знаешь, типа, ну, делай, херач, типа, и все, ни о чем не задумывайся, все будет хорошо. Потому что мир все равно тебя поддерживает, ну, подкидывает дров. А потом как-то жит быт, и ты опять поплыл. В этом плане иногда тоже, да, завидуешь какому-то дереву, не знаю. Ну, хотя, опять-таки, когда ты не был деревом, ты не знаешь, как оно, о чем оно там думает. А так вот реально, я как-то в горах еду, там на этой канатной дороге, смотрю, елка. Я понимаю, что вот пройдет еще лет 50, меня не будет, а елка будет, да, стоять. И думаю, ей это, наверное, все в жизни понятно. Нет никаких проблем. Это в поездках или в инстаграмах смотришь все вот эти выставки, там успешных классных художников, там какие-то тусовки. И тебе охота на этот праздник, да, а тебя на этот праздник, ну, не зовут. А самому напрашиваться тоже, ну, как бы я не такой, да, прямолинейный, как бы там в каждую дырку там лезть. Вот, и, возможно, я себя недооцениваю, возможно, где-то, ну, то есть я вот себя сразу ниже ставлю, и поэтому как-то так я к этому отношусь. Ну, то есть мне больше нравится, когда ты знаком с человеком, и там уже на личном общении как-то, ну, более все понятно складывается. Понимание того, что как бы или надо праздник, то есть, ну, приближать, самому там куда-то ехать, либо же ты делаешь этот праздник здесь и для себя, как бы, и приобщаешь тем самым людей. Опять-таки, это все тоже нахер надо, непонятно, все это искусство, не искусство. В целом я верю в то, что вообще все это игра, все вот способ, как будто бы мы, вот, не знаю, как мертвые, что ли, и вот этот способ забыться, это вот игра по этим правилам. Тык-тык-тык, ты ныряешь везде, ты пытаешься как-то просто отвлечься, и потом впоследствии настолько заигрываешься, что, ну, уже сам забываешь, что ты выбрал эти правила. Мне кажется, в последнее время я вообще не так часто рисую, как раньше, поэтому нельзя назвать это делом жизни, не знаю. Хотя, с другой стороны, я просто разграничиваю, наверное, на работу и не работу. Есть мысли, наверное, завязать рисовать то, что я сейчас рисую, и начать делать что-то новое. Такие мысли посещают. То есть, как бы переключиться, да, ты переключаешься с стенки там на холст, с холста там, не знаю, на скульптуру, потом еще на какую-то штуку. Ты рисуешь там вот этих быстрых свиней, которые там за 5 минут, типа флопчики. Есть какие-то грязные штуки, которые там валиками, кисточками, тоже какие-то эксперименты. Или там где-то ты идешь на фестиваль, там у тебя, может, повезет какая-то большая работа, да, там, может, более продуманно именно подходишь ко всему. Поэтому основное, мне кажется, это вот, ну, в моем случае разнообразие, наверное, какое-то. Переключаться с одного на другое. Наверное, поэтому я не забросил. Да и на что бросать, на что менять-то?
ко времени в целом отношусь, мне кажется, это вот опять-таки к вопросу о том, да, типа, сколько тебе лет, насколько ты себя ощущаешь. Просто, мне кажется, это удобная штука для того, чтобы как-то описать что-то, да, срок нашего там пребывания здесь. Поэтому, мне кажется, оно все так относительно, это время. То, что мы его там проебываем. Но есть тоже, да, вот этот момент присутствует, как будто бы ощущение того, что ты якобы живешь вечно. Вот это постоянное откладывание на завтра, а потом ты понимаешь, что вот ты уже год отложил, другой отложил. И в целом, мне кажется, с возрастом все равно оно как-то у тебя устаканивается, оно у тебя обрастает вот этими ритуалами, обязанностями, еще чем-то и становится более монотонным. И поэтому, возможно, тебе кажется, что да, там всего год прошел, а оказывается 3. Потому что, ну, для тебя все эти 3 были года как один. Вот насыщенный на событиях, он у тебя, соответственно, более вспоминается. А в детстве все равно у тебя больше открытий, больше каких-то спецэффектов. Ты карту прогружаешь, ты там прогружаешь новых персонажей, новые эмоции, новые отношения. А здесь у тебя там жена, с которой ты да, там, уже больше 10 лет. Ты делаешь мир более предсказуемым для себя. И, соответственно, за счет этого, ну, тебе и кажется, что все как один день. Потому что вспомнить толком нечего. Вот с детства я был крещеный, и была вот эта тема, что ты всегда с этим крестиком, он тебя якобы защищает. Долгое время я даже пытался там молиться перед сном, знаешь, типа спасибо за это, туда-сюда. После смерти отца там вот это «Отче наш» или какая-то молитва, там тоже кто-то сказал, надо херачить ее. А потом как-то больше начал, не знаю, как-то горе от ума. Ну, чем больше знаешь, тем понимаешь, что ты ни хера не знаешь. Мне интересны все эти там персонажи, да, все там какие-то истории. То есть я верю там в Иисуса, в Будду, в кого хотите. То есть я допускаю все это. Просто мне кажется, все как-то глобальнее и более непонятно. Как вот этот пример, типа, ну, что муравей думает о нас, да? Хер его знает, что он там думает, вообще думает ли он, и есть ли мы для него. Все равно зачастую нас окружают люди, не только те, которых мы сами выбрали. И даже те, которых мы сами выбрали, как бы, да, мы уже немножко там друг другу, возможно, поднадоели, возможно, уже, ну, как бы ты знаешь, что ждать от человека. У тебя нету вспышки какой-то праздника. Мне кажется, я вот из тех, кому надо вот какое-то приключение, да. Мы там были в Таиланде, с ребятами, им в кайф там лежать на пляже. А я уже в один край сходил, в другой залез, там посмотрел, где нарисовать, пошел какие-то камни там лазить, возвращаюсь обратно, все. Ну, то есть охота вот какого-то чего-то нового, какого-то эксперимента. Ну и в плане творчества тоже сейчас вот тоже какой-то как будто бы тупичок такой. То есть оно вроде можно и в этом плане развиваться, а в то же время вот интересно объем как бы скульптура или более какие-то там, не знаю, тематические, да, ну вот именно проектные штуки вынашивать. Музеум, да, допустим, это такая метафора, что типа сон Бога. Ну, типа есть какая-то вселенский там, не знаю, разум, накопитель, да, информации, так скажем, или еще что-то, которое при помощи нас переживает новый опыт жизненный для себя. Вот, и тем самым, как бы, за счет этого и происходят все вот эти изменения, там, не знаю, заморозка там на 50 лет в камере, там, руки-базуки, там, женщина с 3 писюнами, то есть это все ради разнообразия, пережития нового опыта. Ну, мне нравится эта версия. И там есть такая идея, что есть и коллективный опыт, который, ну, общество в целом переживает, не обязательно твой личный. И если брать вот эту идею эго, то, наверное, это как раз одна из, знаешь, таких предустановок, что ты должен максимально заиграться в свою роль. Типа только тогда выдашь какой-то интересный результат. Хотя, с другой стороны, тоже мир, вот этот вселенная, ну как, не мир, правила, да, законы, те, по которым мы живем, мы же их не выбирали, по сути. Фиг его знает, то есть, ну, мы могли родиться в другом месте, жить по другим законам, по другим правилам, называть там слова другими цветами или вообще мяукать. Мир интересная штука, и вот как-то надо попытаться, да, увидеть его без вот этих вот правил. Если ты знаешь заранее, что умрешь, взять и продумать такую выставку, похороны, получается. То есть и там будут отсылки, да, там отдельно там комната для жены, там для ребенка, не знаю, там это для друзей, и то есть везде. И это будет и как арт-объект, и какое-то, ну, произведение, и в то же время, ну, в общем, какой-то движняк и по-настоящему, ну, добрые воспоминания.
нежели просто вот этот траур, не знаю, все просто, все в слезах. И, не знаю, раньше вот как-то, ну, там тяжело переживалась эта смерть, я плакал, наверное, очень долго, когда отец умер. Плюс вот Витя, тогда брат родился, у нас 10 лет разница, я не помню, сколько ему лет тогда было. А сейчас вот кажется, что как будто бы я могу проще отнестись к этому. Ну, типа, смерть и смерть, но опять-таки, лучше, конечно, не проверять это. Почему-то какое-то время во мне застряла эта фраза Егора Летова «Стань таким, как стекло в воде». Ты думаешь, ага, это типа вот... Почему-то я на этом сакцентировал, значит, это послание мне, но как его расшифровать? Все про чувства. Вот она абстракция, вот она сила. Метафоры и магии. Нахуй эти ответы в лоб. Ну, хотя, может, они, наоборот, и нужны. Это вот про способы отвлечения от смерти. Просто игра в более сложные загадки.